Многие люди заводят сторожевых собак для охраны своей территории. Большинство из них кажутся злыми и страшными, когда вы к ним приближаетесь, но ведь они для этого и существуют, чтобы отпугивать непрошенных гостей. Однако, когда прохожие заметили сторожевую собаку по кличке Кала, она не вызвала у них страх. Вместо этого, люди испытали грусть, разочарование и огромную жалость к собаке. Кала охраняла автосалон в Сан-Хосе, Коста-Рика. Владелец редко кормил Калу, а когда она заболела, он не стал показывать ее ветеринару. В конце концов, собака стала настолько слабой, что больше не могла стоять. Она сидела в старой покрышке с цепью на шее, которая была такой короткой, что собака не могла опустить голову. Можно сказать, ее голова буквально висела на цепи, которая медленно вонзалась в ее плоть. Здоровье Калы становилось все хуже и хуже. У нее появились серьезные проблемы с дыханием и раны на шее от цепи. Если бы никто не пришел на помощь бедной собаке, она непременно бы умерла. К счастью, мужчина, проживающий недалеко от автосалона, заметил, в каком ужасном состоянии находилась Кала и позвонил в полицию, которая, в свою очередь, обратилась за помощью в местный приют для животных территории Адеза-Гуатис. Сотрудники организации были намерены во что бы то ни стало спасти собаку, однако понимали, что ситуация была непростой. Лия Беттл, основатель приюта территории Адеза-Гуатис, никогда не забудет тот ужас, который она испытала, когда впервые увидела Калу. Вот что она сказала в интервью The Dado: «Я чувствовала невероятную грусть и отчаяние. Когда я впервые увидела Калу, она была больше похожа на жалкое существо, лишённое достоинства, готовое сдаться без сопротивления. Дух бойцовской собаки был сломлен, и она просто ждала, когда закончится этот бесконечный кошмар». К счастью, полицейским и сотрудникам приюта удалось забрать Калу у жестокого владельца и отвезти ее в ветеринарную клинику. Там они как следует позаботились и вылечили глубокие раны, которые появились из-за цепи на ее шее. Когда здоровью собаки больше ничего не угрожало, Калу перевезли в приют для животных территории Адеза-Гуатис, сотрудники которого помогли ей восстановиться как физически, так и эмоционально. Чтобы выздороветь, Кале понадобилось некоторое время, ее раны трудно поддавались лечению, а пережитая ею психологическая травма оставила глубокий след в душе собаки. Сотрудникам приюта казалось, что Кала ненавидит других собак. Они боялись подпускать ее к ним и переживали, что она никогда не поддастся реабилитации. По одной из версий, Кала никогда не вступала в контакт с другими собаками, а некоторые полагали, что ее выдрессировали так, чтобы нападать и убивать других животных. Однако с течением времени Кала все же начала проявлять доверие к другим собакам. Из слабой, больной и забитой собаки она превратилась в сильное и уверенное в себе животное. С каждым днем в поведении Калы все больше начала прослеживаться ее подлинная личность. Она перестала бояться и начала доверять людям, и даже требовать их внимания к себе, рассказывает Лия Беттл. Тем не менее, приют не мог обеспечить полную безопасность своим постояльцам. В июне этого года неизвестные пробрались на территорию приюта и раскидали по клеткам сосиски с ядом. Погибло 16 собак. Кала тоже съела отравленную сосиску, но каким-то чудом выжила, вероятно, из-за того, что количество отравы не было рассчитано на ее вес. Произошедшее подорвало ее психологическое здоровье, вследствие чего ей пришлось справляться с некоторыми неврологическими проблемами. Однако она снова поправилась, ведь Кала – настоящий боец. Кале пришлось пережить годы издевательств, пыток, голода и болезней. Когда ее спасли, ее жизнь висела на волоске, однако она нашла в себе силы и желание жить дальше. Хотя многим собакам никогда не удается получить второй шанс, восстановление Калы вдохновило тысячи людей. Это, безусловно, не может не радовать. Сегодня Кала живет в приемной семье, которая дает ей необходимую любовь и внимание. Тем временем Лия Беттл продолжает спасать огромное количество собак, стремясь подарить им новую, лучшую жизнь. Однако историю Калы она не забудет никогда.